Всем привет на канале Best Robot. В этом ролике в честь уходящего 24 года я расскажу о 24 лучших роботах-пылесосах из разных категорий. 3 бюджетные модели до 20 тысяч. Подробнее об этом ценовом сегменте можете узнать в отдельном ролике, ссылка внизу. 4 крутых пылесосов без самоочистки, 5 моделей с выгрузкой мусора, парочка роботов-полоскателей и топ-10 пылесосов с многофункциональной станцией стоимостью от 50 до 120 тысяч рублей. Среди прочих характеристик для каждой модели будут указаны баллы Best Robot, если робот прошел тестирование в лаборатории, и рейтинг надежности. О том, как формируется этот показатель, можете почитать в телеграм-канале. Ссылку закреплю в описании под видео. Ну, а теперь переходим непосредственно к подборке. Для начала познакомимся с 3 моделями до 20 тысяч рублей. Несмотря на низкий ценник, у них грамотная навигация и качественная уборка на разных покрытиях. Mijia Vacuum Cleaner Pro – самый доступный робот с распознаванием предметов. С помощью встроенной в бампер камеры и 3D-датчика пылесос обходит и показывает на карте носки, обувь и другие опасности на полу, за исключением мелких сюрпризов. Модель для китайского рынка, поэтому русского языка в приложении нет. Но если вы знаете, что Лондон is the capital of Great Britain, сможете детально настроить алгоритмы работы, включая настройки для каждой комнаты, выбор типа покрытия и даже временно закрытые комнаты. Лепестково-щетинистая щетка хорошо собирает мусор и песок на ламинате и ковролине. 95-98% за 3 прохода. На ковре результат посредственный, только 65%. Статичную салфетку прижимает к полу пружина, благодаря чему она эффективно справляется с кофейными пятнами. Vacuum Cleaner Pro – неплохой вариант, если в доме маленькие дети. Dibot Y1 Pro – бюджетный пылесос Aquavax с оригинальными инженерными решениями. На турбощетке сделали выемки, чтобы легче было ее чистить, а края швабры загнули, чтобы не цеплялись за пороги. Диаметр на 2,5 см меньше аналогов, поэтому пылесос хорошо маневрирует между ножками мебели. А вот высота 101 мм в стандартный зазор под мебелью может не проехать. Возможности приложения самые обычные, без персонализации по комнатам, зато есть повышение мощности на ковре и даже специальный датчик для этой функции. Заявленная сила всасывания 6500 паскаль. Но в щелевом тесте Dibot Y1 Pro вытягивает только 4 мм. Такой мощности достаточно для уборки мусора на ламинате, включая песок. С такими задачами пылесос справляется на 94-95%. Салфетка плотная и быстро промокает, поэтому робот оттирает даже экстремальное загрязнение. Оптимальная локация – большая квартира с гладким полом, желательно без животных. Dreamy D9 Max Gen 2 – улучшенная версия старого D9 Max. Дизайн остался без изменений. Тот же кругляш с LDS-навигацией. Приложение тоже стандартно, с детальной настройкой по комнатам с обычными функциями редактора карты. Но мощность действительно возросла. Заявленная 6000 паскаль подтверждается на щелевом стенде. Робот полосами чистит щели до 8 мм и точечно вытягивает 10 мм. С таким мотором D9 Max Gen 2 сможет высосать пыль из преддверного коврика. Пылесос уверенно выступил во всех тестах, показал 95% с одного прохода на песке, 96% с мусором на ламинате без дополнительного прохода вдоль стен, 92% на ковролине. Даже из мохнатого ковра ухитрился достать 83% мусора. Валик, в отличие от турбощетки, не наматывает волосы и не нуждается в обслуживании, а вот влажная уборка реализована формально. Салфетка тонкая и плохо смачивается. Dreamy D9 Max Gen 2 подойдет для домов со смешанными покрытиями. Большие собаки приветствуются. Пока что это лучший бюджетный пылесос, и цена на распродаже просто отличная. Порядка 18 тысяч. Но не забывайте, что можете получить робота или вертикалку совершенно бесплатно. Дважды в месяц мы проводим розыгрыш среди подписчиков телеграм-канала. Нужно просто нажать кнопку «Участвовать» в закрепленном посте. Подборки и детальное сравнение, горячие цены и жирные промокоды, результаты тестов и обновления рейтингов. Все это вы найдете в телеграм-канале Best Robot. Ссылка в описании под роликом. Теперь рассмотрим несколько моделей среднего и высокого класса. Ценник стартует с 25 тысяч, зато у представленных роботов интереснее конструкции и больше функциональных возможностей. Roborock Q5 Pro – самый дешевый робот с 2 валиками и лидаром.
В приложении современный набор возможностей, включая зоны высоких порогов, типы напольных покрытий, есть даже 3D-карта с расстановкой мебели. Фирменный рабочий блок плотно прилегает к полу за счет двух подвесов, а не одного, как у аналогов. На ламинате робот собирает топовые 98% мусора и оставляет соринки только в углах. Такое качество достигается за счет обработки поверхности двумя валиками. На мохнатом ковре Q5 Pro выступает уверенно. 83%. Но фактическая сила всасывания стремится к нулю. Вытянуть пыль или песок из ковра с коротким ворсом Q5 Pro не в состоянии. Влажная уборка реализована формально. Вода поступает на салфетку самотеком. Если робот где-нибудь застрянет, под ним образуется лужица. Роборок Q5 Pro. Интересный вариант для сухой уборки в доме с длинноволосыми людьми, кошками и пушистыми коврами. В качестве альтернативы можно рассмотреть Роборок Q7 Max, который пока еще не сняли с производства. Единственный валик с плотным прилеганием к полу в тандеме с мощной турбиной показывает 98% на ламинате и ковролине. Идеальный помощник в жилище с большой собакой. Хобот Legidi 8. Пылесос с необычной конструкцией. Перед основным раструбом сделали раструб предварительного всасывания. Он собирает с пола шерсть, чтобы не наматывалась на турбощетку, а также затягивает крошки и песок. По данным типам загрязнения, Хобот просто чемпион. В ходе тестов собрал 100% песка, вычистил даже угловые зоны, в которые заходит угол бампера с торцевой щеткой. Пылесборник среднего объема, но шерсти в него влезает целый вагон. Дело в том, что ее прессует специальная планка, называется экопресс. Legidi 8 прекрасно справляется с влажной уборкой. Робот смачивает пол из форсунок под днищем, а также оттирает загрязнение виброшваброй, которая работает всей площадью салфеток из микрофибры. Пылесос отмывает прилипший кетчуп с 4 проходов. До сих пор лучший результат в истории тестирования. Параметры уборки можно гибко настраивать, включая скорость движения. Для этого предусмотрен отдельный ползунок. При желании к этой модели можно докупить станцию самоочистки салфеток Ligi Lulu. Но о ней я расскажу чуть позже. Хобот Legidi 8 станет лучшим другом в доме с любыми напольными покрытиями. Dreamy L10S Pro Gen 2. Модернизированная версия старого L10S Pro. Концепция осталась прежней. Пылесос с резиновым валиком, мопами и обходом предметов. Но резервуар для воды увеличили до 300 мл. Хватит на уборку большой квартиры. Качество мытья на прежнем уровне. Салфетки прижимаются к полу слабо, поэтому с присохшим жиром не справляются. Максимум водные пятна. Навигация тоже не изменилась. Робот объезжает крупные предметы типа обуви и горшков, но не замечает носки и провода. Главное новшество по сравнению с предшественником – возросшая мощность. Модель второго поколения вычищает щели до 6 мм, поэтому неплохо справляется с ковролином, и даже мохнатый ковер очищает на 80%. Dreamy L10S Pro Gen 2 могут взять на заметку владельцы собак в квартире на 2-3 комнаты, перед каждой из которых нужно вручную полоскать салфетки. Роборок S8. Самый технологически продвинутый пылесос производителя, который продается с маленькой зарядной станцией. Главное достоинство модели – навигация. Камера структурированного света распознает любые предметы даже в полной темноте. S8 объезжает носки, ножки-сушилки и даже сюрпризы маленького питомца. Сила всасывания минимальна, но ее хватает для уборки 96% мусора, включая песок. Ковролин убирают посредственно, только 90%, зато два валика хорошо прочесывают мохнатый ковер. Влажная уборка полноценная. Виброшвабра оттирает любые загрязнения, собирает землю, отмывает кетчуп. Но полоскать салфетку придется вручную, и это может утомить, особенно в большом доме. Роборок S8 – прекрасный выбор для комбинированной уборки помещения с питомцами и средневорсовыми коврами. Говоря о лучшем пылесосе с маленькой станцией, нельзя не упомянуть королевский Роборок S7 Max V с блестящим интеллектом и высокой силой всасывания. По системе оценки Best Robot он набрал аж 99 баллов, но, к сожалению, эту модель уже сняли с производства, поэтому в актуальный рейтинг она не вошла. Если робот-пылесос интересует вас исключительно для сухой уборки, стоит рассмотреть модель с выгрузкой мусора. Опция не обязательная, но комфорта добавляет. Midea S8 Plus.
Один из лучших пылесосов по сочетанию цены и функциональности, хотя и со спорной реализацией. Пылесос строит точную карту, убирает помещения зигзагами, автоматически повышает мощность на ковре, но в помещениях со сложной планировкой на карте могут появляться артефакты. Две торцевушки повышают эффективность уборки на ламинате, а центральная щетка слизывает волосы с ковра. Но она щетинистая и нуждается в регулярной очистке. Влажная уборка продвинутая. Вместо обычной салфетки у Midea вибромодуль, способный отмыть даже сложное загрязнение, но из-за особенностей конструкции он может приводить к ошибкам в работе пылесоса. Станция выгрузки вытягивает из пылесборника любые загрязнения, включая крупу и наполнитель, но иногда процесс самоочистки приходится запускать вручную. Midea S8 Plus подойдет для небольшой, просторной квартиры с питомцами или без, но с пылесосом придется повозиться, имейте в виду. Dibot N20 Pro Plus. Перспективная новинка EcoVax Robotics. В плане навигации пылесос не предлагает ничего нового, и большое окно в бампере не должно вводить вас в заблуждение. Перед нами обычная LDS-навигация. Заявленная сила всасывания впечатляет, но на деле мощность умеренная. N20 Pro собирает любые соринки с гладкого пола, не считая крупный мусор, который торцевушка пробрасывает в слепую зону. Лучше всего робот справляется с шерстью на ковре. Жесткая щетинистая щетка не оставляет на поверхности ни волоска и при этом сама остается чистой, потому что в раструбе установлены два ряда зубцов, счищающих с нее намотавшиеся волосы. Влажная уборка у этой модели. Полноценная функция. Вибромодуль с нескольких проходов оттирает даже присохшие пятна, но при условии промежуточного полоскания салфетки вручную. После выполнения поставленных задач робот выгружает мусор в циклонный пылесборник объемом 1,5 литра. Никаких расходников покупать не нужно, что очень удобно. Dibot N20 Pro Plus мечтает оказаться в большой квартире с пушистыми кошками и коврами. Midea S10 Plus. Пылесос с безмешковой станцией и качественной влажной уборкой. Конструкцию по сравнению с S8 доработали. На рамку добавили шторки, что повысило всасывание. На щелевом стенде S10 Plus смог достать кофе даже из сантиметровой щели. Но раскрыть потенциал мотора мешает маленький пылесборник, всего 200 мл, и устаревшая трубощетка. Ее щетина забивается волосами, а кроме того, она слишком мягкая и плохо заметает мусор на ковролине, только 88%. На гладком полу результат получше, 90%. Второе и более существенное улучшение. Плотная салфетка с подъемным механизмом и обильным смачиванием. За пару проходов оттирает водные пятна, за 6 проходов вытирает даже грязь. Больше всего у этой модели мне понравилась станция. Простая конструкция, 6-ступенчатая фильтрация, включая HEPA-фильтр и выгрузка мусора одним движением. Midea S10 Plus предназначен для комплексной уборки в небольших домах с линолеумом или ламинатом, без животных и экстремальных загрязнений. Roborock Q8 Max Plus. Один из самых универсальных пылесосов на рынке, но со своими особенностями. В тандеме с лидаром работает камера структурированного света, она помогает объезжать опасности даже в темноте. Однако это относится только к крупным объектам вроде обуви, а мелочевку робот возит по квартире. Мощность всасывания умеренная. Точечно 4 мм, но при наличии двух валиков ее хватает. Пылесос выбивает топовые 98% на ламинате и ковролине, собирает 96% песка на твердом полу, уверенно прочесывает мохнатый ковер. Песок из коврика не вытянет, но с остальными задачами справится на ура. Салфетка статичная, с прижимными кнопками и очень обильным смачиванием. По эффективности не уступают виброшвабре. Быстро отмывает пятна и даже экстремальную грязь собирает. Выгрузка мусора происходит по старинке. Обратным ходом через раструб, но для бытовых условий такой системы хватает. Если в доме линяющая собака, ковры и много длинных волос, можете смело рассчитывать на Roborock Q8 Max Plus. Кстати, эту модель можно взять и без станции выгрузки. Называется Roborock Q8 Max. На распродажах бывает за 25 тысяч, в остальное время не менее 30. Dreamy L10S Plus. Полноценный представитель второго поколения. Производитель доработал многие аспекты. В приложении появились новые функции: выбор плотности зигзагов, зоны с высокими порогами и возможность спрятать комнату на карте. Например, если это зазеркалье. Датчики поверхности адекватно реагируют на темные ковры.
Во время навигации обметают ножки мебели и крупные предметы вроде обуви и сложенных носков. Но сюрпризы кота не заметит. Животное нужно воспитывать. Моторчик достаточно мощный. 6 мм на щелевом стенде, при этом уровень шума всего 62 дБ против 72 дБ у аналогов. Робот компетентно пылесосит любые покрытия, но лучше всего выступает на ламинате. Вычищает на 96% при экстремальном загрязнении. Полы вытирает мопами. Качество влажной уборки среднее. Салфетки лучше смачивать заранее, поскольку интенсивность смачивания низкая. Выгрузка мусора реализована безупречно. Вытягивает из контейнера любые загрязнения, будь то семечки, песок или наполнитель. Dreamy L10S Plus сможет поддерживать чистоту в домах с ламинатом, плиткой и тонкими коврами. Если вы по-настоящему хотите освободить себя от влажной уборки, стоит рассмотреть модель со станцией полоскания. Бегать за пылесосом и стирать салфетки в раковине не понадобится. С этой задачей робот справится и сам. От пользователя требуется только вытряхивать мусор из пылесборника. Dreamy L10 Prime. Простой, но в то же время эффективный робот-полоскатель. Навигация классическая с лидаром. На фронтальное окно можете не обращать внимания. 3D-датчика в нем нет. Prime уверенно чувствует себя в больших домах, хорошо маневрирует под мебелью, не испытывает проблем с темными коврами. В приложении богатый набор настроек, включая траекторию влажной уборки, персонализацию параметров по комнатам и отображение карты в 3D-проекции. Мощность средняя, вытягивает 4 мм, но с сухой уборкой справляется отлично. В пылесборник улетает 93% песка и 95-96% мусора с разных покрытий. На мохнатом ковре результаты средние, только 74%. Встроенного бачка у этой модели нет, но с максимальной частотой полоскания Prime отмывает пятна сока с первого же прохода. Пристенные участки тоже проходят салфеткой за счет поворота корпуса. Технология называется обход кромок. Качество промывания салфеток среднее. Для бытовых условий хватит с головой. Сушка холодная. На высыхание мопов потребуется 4 часа. Dreamy L10 Prime. Бюджетный вариант полотера для тех, кто пока не готов раскошелиться на полноценный All-in-One. Хобот Legidi 8 плюс Lulu. Самый высокотехнологичный робот со станцией самоочистки салфеток. Г-образная форма помогает бытовому помощнику убирать в углах, а передний раструб собирает волосы и шерсть, защищая турбощетку от запутывания. За счет высокой мощности всасывания в 5000 паскаль устройство эффективно удаляет грязь даже из щелей глубиной до 8 мм. Мусоросборник робота-пылесоса снабжен уникальной системой Экопресс, которая уплотняет мусор в контейнере и увеличивает размер пылесборника в 5 раз. Благодаря размачиванию пятен через форсунки под днищем, Legidi 8 – чемпион по отмыванию сложных загрязнений. Он сможет навести порядок даже на кухне после вечеринки. Силу всасывания, интенсивность смачивания, частоту вибраций и даже скорость вращения гусениц можно настроить через приложение. В конце рабочего цикла станция стирает салфетку 2 роликами и сушит феном. Пользователь также может задать периодичность стирки и сушки салфеток. Lulu делает робот-пылесос более автономным, позволяя ему долгое время обходиться без вашего участия. Хобот Legidi 8 плюс Lulu окажется особенно полезным в домах с различными напольными покрытиями и с питомцами любого калибра. Можно взять сразу полный комплект, либо докупить станцию отдельно. Ну, а теперь рассмотрим модели с многофункциональной станцией. Стоят чуть дороже, зато работают полностью автономно. Включается восстановленное время, делают уборку, стирают и сушат салфетки. Выгружают мусор в мешок. Xiaomi Mijia M30s. Самый дешевый робот с выдвижным мопиком. Во время движения вдоль стены салфетка выдвигается в сторону и промывает проблемную зону. Вторая крутая особенность этой модели – щетка с разрезателем. Рабочий блок не нуждается в обслуживании, даже если в доме лохматое животное и длинноволосые люди. В приложении можно детально настроить уборку, но на русский язык оно переведено частично, а подключается только через китайский регион. Mijia M30s разработан для внутреннего рынка КНР. Именно поэтому у него такой низкий ценник. Обход предметов в рекламе заявлен, но по факту почти не работает. Тряпки, провода, игрушки – все это нужно убирать с пола. Станция функциональная. Полощет салфетки в теплой воде и сушит горячим воздухом. Чтобы не заморачиваться с опустошением бачков, можно докупить специальный модуль и подключить станцию к водопроводу. Dreamy L10 Ultra. Пылесос с классическим дизайном и навигацией. Фронтальное окно сделано для красоты и никаких бонусов в плане обхода предметов не дает. В приложении ничего лишнего, зато есть все, что нужно, включая настройки для каждой комнаты. Мощность средняя.
Высасывает кофе из щелей 4 мм, но качество уборки высокое. До 96% мусора на ламинате и ковролине. С поверхностью мохнатого ковра справляется на 86%. Уровень шума комфортный, в пределах 65 дБ. Влажная уборка средняя. Быстро устраняет водные пятна, а присохший жир отмыть не может. В свежем обновлении прошивки добавили обход кромок за счет поворота корпуса вдоль стены. После уборки станция промывает салфетки прохладной водой, но делает это максимально качественно. Даже сок ухитряется отстирать. Dreamy L10 Ultra – хорошая рабочая лошадка для домов с разными покрытиями, без животных. Dibot T30 Pro Omni – лучший all-in-one для сбора шерсти. Два ряда зубцов разной длины счищают намотавшуюся на щетку шерсть, а щетина у щетки достаточно жесткая. При такой системе на ковролине не останется ни волоска. В остальном показатели средние. 11 тысяч паскаль теряются где-то в раструбе. Глубоко вычищать ковры пылесос не может. Для обнаружения предметов используется 3D-датчик. Весы и ножки сушилки робот воспринимает как пороги, которые нужно преодолеть. Остальные предметы замечает и обходит. Причем это касается даже маленького сюрприза. Во время влажной уборки Dibot выдвигает мопик к стене, но прижимает его слабо, из-за чего хоть и минимальная, но все-таки слепая зона остается. С прилипшим кетчупом не справляется, остальные загрязнения отмывает приемлемо. Подогрев воды не дает преимуществ при промывании салфетки. Она реализована на уровне чуть ниже среднего. Dibot T30 Pro Omni – оптимальный выбор для квартиры с коврами и пушистыми кошками. Roborock Cureva – самый мощный робот с мопами от Roborock. Заявлено всего 5500 паскаль, но на щелевом стенде точечно обрабатывает до 10 мм, а в процессе сухой уборки показывает первоклассные 98% на любых покрытиях, кроме мохнатого ковра. При этом максимальный уровень шума не превышает 58 дБ, на 20% меньше, чем у аналогов. Навигация на базе лидара и камеры структурированного света определяет предметы независимо от освещенности, но это относится только к крупным объектам. Мелочевку таранит. Влажная уборка простая, без бионической руки и виляния корпусом у стены. 6 см вдоль плинтуса останутся грязными. Крупноворсовые салфетки отмывают любую грязь, кроме присохшего кетчупа. Станция промывает их в прохладной воде, но делает это обстоятельно и эффективно. По качеству самоочистки одна из лучших моделей на рынке. Roborock Cureva покажет мастер-класс в квартире с ковролином и большой собакой, которая таскает с улицы песок. Dreamy L10S Ultra – лучший многофункциональный пылесос Dreamy 23 года. Лидар дополняет активная камера. Она распознает и показывает значками любые опасности, включая сюрпризы кота. Но эффективность распознавания зависит от освещенности помещения. В темноте камера слепнет. Мощность повышенная. Робот точечно обрабатывает 6 мм на щелевом стенде. В полевых условиях L10S Ultra вычищает тонкий ковер почти идеально – 99%. На ламинате тоже топовый результат – 98%. Песок пылесос собирает похуже, только 92%. Водные пятна и даже присохший сок оттирает с первого же прохода. Вдоль стен промывает за счет поворота корпуса. Технология обхода кромок. Мелковорсовые салфетки хорошо впитывают грязь и справляются даже с прилипшим кетчупом. Качество самоочистки высокое, особенно если использовать моющее средство. Между бачками предусмотрен разъем для картриджа. Несмотря на заглушки в отсеке для резервуаров, подключить к водопроводу станцию не получится, потому что на плате не хватает разъема для контроллера заполнения бачка. Midge M40 пока что в статусе новинки. Информации о нем мало, но сочетание цены и функциональности впечатляет. При стоимости до 60 тысяч рублей M40 может похвастать выдвижной салфеткой и торцевушкой. Обе поднимаются при заходе на ковер, чтобы не заворачивать его края. Центральная щетка с разрезателем. Даже длинные волосы наматываться не будут. Пылесос поддерживает управление через встроенный голосовой помощник Xiao AI, но воспринимает команды только на китайском языке, потому что разработан для китайского рынка. Станция подогревает воду до 70 градусов. Пока что это максимальный показатель среди all-in-one моделей. При необходимости ее можно подключить к канализации и водопроводу. Данная модель появилась в продаже лишь месяц назад и все еще остается котом в мешке, но учитывая стоимость, она определенно заслуживает места в рейтинге. Roborock Cureva Pro. Модернизированная версия старого Cureva. Мотор стал слабее, только 8 мм в щелевом тесте. Но на сухой уборке это отразилось не сильно. Стабильные 95-96% на твердом полу и ковролине. Уверенные 83% на мохнатом ковре. Торцевая щетка стала эффективнее. Вдоль стен соринок вообще не остается.
Навигация осталась прежней. Объезжает только крупные объекты и показывает конусами на карте. Но влажную уборку существенно улучшили. За несколько проходов крупноворсные салфетки начисто отмывают даже прилипший кетчуп. Они плотно прижимаются к поверхности, благодаря чему не оставляют слепой зоны у плинтусов. А в углах не домывают буквально 3 сантиметра. Настраивать ползунки не обязательно. Можно запустить умный режим, в котором робот сам выберет параметры в зависимости от уровня загрязнения, а при необходимости и повторную уборку сделает. Качество промывания салфеток, несмотря на подогрев воды, ухудшилось по сравнению с предшественником. При ежедневной уборке робот содержит салфетки в чистоте, но при экстремальных загрязнениях их придется достировать в раковине. Полноразмерную станцию подключить к инженерным сетям нельзя. Для этого нужно изначально покупать станцию форм-фактора мини. Dreamy L10S Pro Ultra. Самый сбалансированный All-in-One пылесос Dreamy. Полный набор современных функций, при этом ценник куда гуманнее, чем у 20 и 30 серии. При хорошем освещении распознает большинство предметов, исключая мелочевку. За котом нужно приглядывать. В приложении можно детально настроить параметры работы в каждой комнате, выбрать режим Clean Genius, в котором станция будет оценивать загрязненность промываемых салфеток и, если нужно, запускать повторную уборку. Робот хорошо справляется со сложными загрязнениями, включая присохший кетчуп, а в процессе сухой уборки собирает мусор любого типа и глубоко пылесосит тонкие ковры. Станцию можно подключить к канализации и водопроводу. Для этого на задней панели сделали специальное отверстие. Roborock Cureva Max V. Последний пылесос производителя с рабочим блоком 7 серии. Плавающий раструб с ребристым валиком. Фактическую силу всасывания уменьшили, только 6 мм на щелевом стенде. Песок пылесос собирает отлично. На полу и ковролине результаты средние, а на мохнатом ковре мощности откровенно не хватает. Зато по сравнению с более мощным Cureva Pro у Max V преимущество в навигации. Камера с подсветкой видит любые предметы даже в темноте. Робот не боится сюрпризов коварного кота, не рисует комнаты в зазеркалье, аккуратно обходит сушилку. Искусственный интеллект определяет даже тип мебели в квартире, но эта технология пока что сырая. Еще одно новшество. Встроенный голосовой помощник Hello Rocky. Колонку с Алисой подключать не обязательно. Теперь можно отдавать команды роботу напрямую, включая запуск уборки в выбранной комнате. Из минусов. Габариты возросли. В 10-сантиметровый проезд робот не пролезет, потому что высота корпуса 102 мм. В качестве альтернативы данной модели можно рассмотреть Cureva Master. Фактическая мощность ниже, зато два валика лучше чистят ковры. Еще у мастера выдвижная торцевушка для уборки в углах и очистка поддона коромыслами во время промывания салфеток. Dreamy X40 Ultra. Самый технологически совершенный робот на текущий момент. Выдвигает салфетку для уборки вдоль стены, выдвигает торцевую щетку для уборки в углах. В рекламе центральная щетка с лезвиями, но по факту X40 поставляется с резиновым валиком, а щетку нужно докупать отдельно. RGB-камера распознает любые опасности, включая лужи. Если гавкающий друг не дождался вас с работы, ничего страшного. Пылесос предусмотрительно поднимет щетки и устранит возникший инцидент вращающимися салфетками. Dreamy X40 Ultra не заезжает в 10-сантиметровые проемы, хотя высота корпуса позволяет. Чтобы заехать под мебель, роботу нужен 1 сантиметр над лидаром. Учитывайте это при выборе. Перед уборкой на мохнатых коврах пылесос снимает салфетки на станции. Сила всасывания позволяет глубоко вычищать преддверный коврик, во всяком случае в теории. Станция подогревает воду до 70 градусов и подмешивает моющее средство для более качественной стирки. Поддончик не нуждается в обслуживании, потому что его чистят вращающиеся коромысла. Dreamy X40 Ultra. Технологический процесс на кончиках пальцев. Если не смущает ценник, можете смело брать. Спасибо, что досмотрели до конца и поставили лайк под роликом. Не забывайте, что лучшие цены на эти модели найдете в телеграм-канале Быстроват. На этом у меня все. Пока-пока и до новых обзоров.